Ну вот и снова я. Здрасте, здрасте, здрасте всем. Продолжаем мы мучить неудов. О, вот этот поворот. Штанишки, 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 ворон, Кристин. Как все сложно. Комфорт 90, комфорт 50. Ну давай, давай возьму. Чё значит, подождал я где-то недельку. Не заходил, не играл. Это, кстати, я тоже возьму пока. А все потому, что надеялся, что, может быть, какие-то баги подправят там, что-то, может быть, добавят и т.д. и т.п. Ну, в общем, как-то так. Конечно, навряд ли там док или кто-то из модераторов будут меня смотреть, но все-таки попытка не пытка. Может, кто-то там напишет, сообщит, потому что... Ну вот баг этот с палкой уже еще с прошлого сезона. Я его и там встречал. И никуда он не делся. О, средний баллон с газом. А я возьму. Вот возьму. Просто потому что полтеры. Так. Ну, что еще хочется сказать по этому поводу? Конечно, да, это баг такой, ну... Вроде как и незначительный, но вот из таких моментов вообще строится вся атмосфера. Атмосфера выживания, атмосфера неудержимых. Так как, ну, вот, на мой взгляд, такой скромный, любовь к неудержимым строится именно из вариативности геймплея. Потому что тут очень много возможностей, очень много крафтов. И одна из таких возможностей это, ну, выживание, естественно, путем жарки мяса на костре. То есть бывают такие ситуации, что вот, ну, до города далеко, а поесть надо. Соответственно, жарим на костре, спасаемся. Да, в общем-то, Days это сама по себе игра такая скиллозависимая, где... Ну, надо знать карту, надо знать какие-то там простецкие крафты. И чем больше, соответственно, ты этого знаешь, тем проще тебе выживается. А вот такой моментик, когда что-то из этого не работает, немного напрягает. Если уж невозможно это починить, допустим, то... Ну... Отключить тогда надо, наверное, чтобы... Ой-ой-ой. Чтобы не было возможности. Чтобы люди были в курсе, что так не сделать. Это был бы правильный вариант, на мой взгляд. Но, опять же, это мой взгляд. Ладно. А мне что-то напоминает, что я у Черногорска. Вот этот вот маячок, по-моему, черногорский. Если мне не изменяет память, опять же. А она меня подводит иногда. Так что двину я туда, двину туда. Город большой. Вкусный. Что такое? Что за пролаги какие-то неясные? И опять этот туман. Я вот попадаю все в туманы какие-то. Ладно, бежим в Черногорск. А там, может, что и повезет, что-то найду. Не помру с голоду. Гроза началась. Походная курточка, неплохо. Так, это у нас что? Это у нас, по-моему... А, разорвать. Нормально. Тряпочки. Тряпочки, тряпочки. Я люблю тряпочки. Кеды. Кеды надо брать. На неудах. О! Это первая необходимость. И, кстати, тут кто-то бегает. Кто-то бегает, собирает мое добро. Но отвертку я нашел, это уже радует. Можно будет разбирать всякую электрику на запчасти. Где он тут бегал? Где-то неподалеку.
Но тут и без того, по-моему, все залутано. Хотя вот отвертка лежала. Так что залутано, вероятно, не все. Кеды еще одни дэмэджд. А я возьму. Я возьму. Обуви много не бывает. Пока не понадобится место под что-то иное. Библия. Давай прочтем библейку. Может, узнаем, что новое. Кстати, как вам вообще вот это вот... вот эта вот фокусировка зрения? Интересно услышать мнение, потому что мне что-то с ней вообще как-то некомфортно. И не знаю, не могу никак привыкнуть. Или она только у меня, ее где-то можно отключить. Хотя я сомневаюсь на самом деле. Так что, ну, буду рад услышать мнение. Как вообще вам такое дело? Джинсовочка. Так, урон, урон, урон. Биозащита 45, комфорт 40. А у моей раванины комфорт 80. Но меньше биозащиты. Ну да, стамина становится немного меньше, но она, во-первых, прistine. Что мне нравится больше. Так, это сюда не положить. Это сюда не положить. Понятно, хотел просто сныкать. Сныкать отвертку. Ну, тогда, вероятно, получится набрать побольше тряпок сразу же. На берегу, там где-нибудь в безопасности. Сделать рюкзачок. О, 4 тряпки. Хорошо, хватает на веревку. Так, стопэ. Вот сейчас я этим заниматься не буду. У меня тряпки разделены на 2 стака. Это не просто так. Это защита от полтера. Если потеряю тряпки, то не все. А веревка, она одна. Так, брючки. Оксидка. Пойдет, пойдет. Так, мне еще нужны 3 палочки. Тут где-то электр, блин. Прям вот где-то ведь здесь. Вот она. Ё-моё, я к церкви вышел. Вот я не хочу совсем выходить к церкви. Лучшее место для пребывания. Я хочу на берег. Ну, не в смысле. Как это обычно воспринимается. А я хочу вот туда, на берег. Да его обходить надо. Мимо церкви, что ли, идти? Блин. Такая себе затея. Ладно. Ага. Ага, ага. Понял. Понял. Стоит уже там. Я слишком беден для вас, сэр. Так, делаем веревочку. 2 тряпочки, естественно. Точнее, не 2. 2 по 6. Еще одна осталась. Так, это мы все выкладываем, выкладываем. Ну, мешок и веревка, естественно, будет сумка, мешочная ткань. Обычная, самая маленькая. Надо туда еще 3 палки добавить, и будет уже нормальный такой меховой мешочек. Уже будет адекватнее гораздо. Баллон сюда не лезет, очень жаль. Так, вот, кстати, кусты. Мне кусты надо, их отверткой получится. Получится? Нет, ничего, нет, не получится отверткой. Блин, а руками ломать я как-то стесняюсь. Ну ладно. Блин, может повезет. Я тут бежать некуда особо. Но я вроде далеко от зомбарей. И мне повезло. Я не порезался. Сейчас вот тот сарайчик убегу.
Сломаем ее, значит, и сделаем нормальный себе рюкзачок. Так, значит, вот у нас 3 палки. Рюкзак сюда идет. Из него лучше все достать, это я сразу говорю, потому что не знаю, как здесь сделано, но вот если вот так вот с вещами что-то, короче, разрезать или переделать в другой объект, то вещи могут пропасть попросту. Ну и объединяем 3 палки. Вот этот тут мешочек. Показываю все, потому что, ну, просили меня показывать. Ладно, как бы я не против, мне не сложно. Пожалуйста. Готов у нас рюкзачок джутовый. Повместительный, получше, поинтересней. Так, ну с одним разобрались довольно быстро. Теперь нужна еда. Я надеюсь, что мне повезет. Ну, вот, кстати, шлем мотоциклетный я возьму. Просто потому, что это замена маски. По этим... Так, это у нас аномалия или нет? Да, это у нас аномалия. Снова становится жарко. Да в чем проблема-то? Меня рюкзак так греет. Я что-то слышал? Ну, может быть, мне показалось. Да, походу этот рюкзак вкупе с курткой имеют достаточно высокое утепление. Хотя вот сейчас температура пошла вниз, шляпа ковбойская еще одна. Взять, подарить лучшему другу. То, что становится жарко, это на самом деле плохо. Это увеличенная трата жидкости. И это мне придется опять бежать к колонке. О, спрайтик. Дратуйте. Сразу же в себя. Становится жарко. Понимаю, а что делать? Банку возьму, банка это... О, господи. Банка это крючки. Кстати, по-моему, закат намечается. До заката нам бы добраться вон туда вот хотя бы. А вообще было бы неплохо. Ну, точнее, не до заката, до темна. Блин, это сейчас было страшно. Если она громкая. Так неожиданно. Так, что это? Руин, это понятно. Каннабиса, семечки руинные. Интересно, они руинные спавнятся или как? Если спавнятся, то это тоже косяк. Не должно такого быть. Не должны спавниться руинные предметы. Курточка санитара. Рвется, режется. Делать тряпки. Ну давай. Так, неужто ж мне наконец-то повезло. Хоть что-нибудь-то, может, здесь кто-то что-то оставил. Я бы не против, на самом деле, какого-нибудь разгрузика небольшого. Ну или пушечку. Тоже буду рад. О! Ксюха. Пойдет для начала. Что это там валяется какая-то маечка? Футболочка, штаны карго. С высушенной сливкой. Угу. Ну, штаны я точно беру. Видимо, сливку тоже. Но вот есть, конечно, ее сейчас вообще нежелательно. Потому что ее надо есть у колонки. Колонка у нас на берегу осталась. Возвращаться туда, ну, не больно-то на самом деле хочется. Хотя, вероятнее всего, все равно придется. Вопрос только как скоро. Наверное, двину-ка я сейчас куда? Попробую я сходить до
полицаечки, которая на входе в Черногорск. А потом... Куда потом-то пойдем? Потом, наверное, на следующую колонку. Это у нас будут новоселки. Пригородки, не знаю, буду ли заходить. Скорее всего, нет. Потому как надо будет искать еду в срочном порядке. А в пригородках, честно говоря, там народа бывает много. Но может и повезти. Ладно, там видно будет. Ого. А что это тут? Консервочка. Хорош. А это тут откуда взялась? Ладно. Я пока вот остановлюсь в еде, переварю. И баночку доем. Чугунная сковородочка. Блин, надо брать. В принципе, я отъелся до белого. Это, вероятнее всего, я дохожу до новоселок. Ну, если дохожу с белой едой, то я определенно прыгаю в телепорт. Так, ушанка не надо, и так тепло. Оп. Кабачек сырой, хорош. Кабачек мы сразу хаваем как раз. Еда откатилась, можно и заточить. Ого. Еще и сумочка в цвет. Красиво. Баночки можно сюда... А, или нельзя? А, нет, перепутал. Да, это банки. Сюда можно документы и всякую шелупонь, по-моему. Типа деньги, документы вешать. Если правильно помню. Куда же я банки вешал? А, я в слот гранат их вешал. Точно, точно. Надо будет разгрузку искать. Он там что-то розовеет. Пойду гляну. А вот это уже интересно. Вот это прям интересно. Джинсы мне, наверное, не нужны уже. Ну, неплохо так приоделся-то со старта, а? Красавец какой. Так, что мне тут... Что-то я хотел сделать сейчас, чего не помню. Карта пусть поваляется, это все-таки полтеры. Да ничего не хотел я сделать. Не зря сюда зашел. Арат доволен. И в принципе тут неподалеку есть еще одна полицайника. А чё бы туда не добежать? Нам как раз туда, а потом по путям к больничке. Вот по этим путям, собственно. А вот в том ларьке я однажды нашел охрененную куртку. Хотя куртка у меня уже есть. Но может быть что-то там еще найду. Что это? Беспалые. Ну, а чё бы и нет. Но, правда, беспалые не защищают вот этих вот всяких агентов. Все вот такое, по-моему. Вроде как не защищает. Но в них, по крайней мере, можно разделать курицу, там мясо. И руки останутся чистыми. В чем их пока что самый большой плюс для меня. А вот полевой жилетец. Дратуйте, дратуйте. Давно не виделись. Так, баночка сюда. Баночка сюда. Сюда, говорю, баночка. Вот.
Луна уже взошла. Надо вообще пилить к больничке и, наверное, рядом с ней где-то устраиваться на ночлег. Хотелось бы, конечно, ее залутать перед этим. Но там как пойдет. Успею, так успею. Нет, так нет. Вот из-за, опять же, из-за вот этой фокусировки вот в подобные окна смотреть практически нереально. То есть вот я пытаюсь найти точку, в которой бы фокусировалось дерево. Вот так. И ее попросту нет. Все изображение размытое, так как коллизия решетки мешает это сделать. Недочет. Недочет. Даже если я всматриваюсь, один хрен не помогает. Да. На самом деле становится уже довольно темно. Я не уверен, что буду лутать больничку в такой темноте. Звезды уже даже появились. Так что, скорее всего, я оставлю до утра. А сам, если удастся, проникну вот сюда вот. Она до сих пор тут трется. Но я попробую. Вроде получилось. Да, ну и здесь и заночую. Место уютное. Добротное, я бы сказал. Так что остаемся тут до утра. До утра. Что-то у меня язык совсем заплетается. Ворн. Давайте сравним и на боковую. Да, не то чтобы сейчас прям утро, но, по крайней мере, светло. Тут уже рядом кто-то пыхтит. И валяются штанишки армейские. Вообще это неплохо. Хотя у меня карго тоже ничего. Но, блин, они столько места занимают. Могу ли я себе это позволить? Наверное, не так уж они мне и нужны на самом-то деле. А у меня в планах было посетить больничку. Но что-то тут людно как-то. Не знаю, получится ли это. О, тут сколько всего. Вот это да. 7,62 на 51. Так, это у нас был где-то... Черт. Где-то у меня был, короче говоря, слот. Так, магазин Big, магазин Small. Это, наверное, маленький, правильно? А, нет, это большой. И сервер рестарт. Вовремя появился. Хорошо, нравится. Кстати, что заметил, пока я тут подключаюсь, даже в менюшке вот это гребаное размытие. Персонаж размыт, а трава на переднем плане, она выглядит четко. Ну, вроде как я вернулся. Магазин на месте. Кстати, на самом деле я бы его разрядил. Так, магазин обратно. Патроны. Патрончики, патроны в баночку. Батарейка на рации. Это повезло, повезло. Я, наверное, сделаю сразу вот так. А радейку на место рации. Вот так уже интереснее, вот так уже живем. И если мне повезло, а мне, скорее всего, повезло, откатились зомбаки. С рестартом они исчезли. Но не все. Я понял. Я понял, но исчезло довольно много. Ну и хотя бы парочку я подлутаю гаражиков. Хотя что-то тут пустовато. Ладно, посмотрим в остальных. Так, ну... Блин, еще и жара. С медициной не повезло, не фартануло. Так, это обычный зомбак.
Пойдем, может, в пожарку заглянем, если удастся. Да, и, кстати, раз уж я тут брожу, хожу... О, маска хорошая. Это мы возьмем. Я тут подумал о своем геймплее вообще. Что-то у меня сказывается, точнее, создается такое впечатление, что я какой-то этот... Нет, не неудачник, другое слово. Человек, короче, который находит баги. Не знаю, недочеты. Тестировщик, короче говоря. Потому что дальше у меня как-то игра не движется. В принципе, это тоже с какой-то стороны неплохо, да и вот такие вот начальные какие-то путешествия мне, честно говоря, нравятся больше, чем уже залутанные с базой. Да, у меня и такое случалось. Честно говоря, после постройки базы я как-то вообще теряю цель и смысл в игре. Поэтому, возможно, это даже хорошо. А кому-то будет полезно посмотреть. Может. Так, слава богу, у меня есть рация, и я знаю, что это Полтер. Кстати, кто не знал, рация вот таким вот свойством обладает. То есть можно легко и быстро определить. Где-то аномалия шумит. Что это такое? Или выброс, или Полтер. Да, и раз уж пошла такая пьянка, разговоры про всяческие механики игры. Ой, зря я перепрыгнул. То расскажу еще одну вещь, которая меня, ну, не то что бесит, а просто как бы, ну, почему-то очень многие не знают этой фишки на самом-то деле. А касается она именно voice-чата. Вот этого стандартного игрового voice-чата. То есть вот, который включается таким образом. Вот, и то есть там есть 3 режима, про которые, как оказалось, мало кто знает. Ну и по стандарту он стоит на двоечку. Также есть первый режим и третий. И вот на этой двоечке все стараются говорить шепотом, якобы их тише слышно, но это нифига не так. Чтобы говорить тише просто для зомбаков и для окружения, надо нажать, то есть voice chat и стрелочка вверх на клавиатуре. Вот, одна палка. Одна палка, это вас будет слышно на 7 метров. От 0 до 7 метров. Это как бы игровой шепот. 2 палки, это уже обычный разговор, который слышно от 0 до 25 метров. То есть вон та зомбиха, ну, возможно, меня еще бы не услышала. Если даже орать, говорить шепотом, она будет слышать одинаково до 25 метров. А 3 палки это уже до 45 метров. То есть, если бы я его включил на 3 палки и даже говорил шепотом, она бы меня все равно услышала. Так, она идет сюда. Вот такие вот пироги. Поэтому, ну, не забывайте настраивать voice, чтобы можно было безопасно там разговаривать с кем-то, если кого-то встретите. А вокруг вас гуляют зомби. Или того хуже полтеры. Имейте в виду. Ну а я тут уже почти добрался до этой самой пожарки. Вон, кстати, туда и направлюсь. Так, что тут у нас? Противовирусные. Пожалуйста. Так, где-то у меня... А, это не вот это вот, да? Ну ладно. Единственная вещь, кстати говоря, которую я нашел здесь. Полезная. Слазать туда. У меня голод опять. Мне обязательно надо найти еду. Вот в этих вот новоселках. Иначе о телепорте как бы можно и забыть.
Хотя не факт, что он, конечно, прям вот даст мне там сразу рвоту и такое все. Но будет неприятно на самом деле. Еще неизвестно, где я появлюсь. Будет ли рядом какой-то населенный пункт. Короче, очень много но. Ладно, будем смотреть. Стоит ли мне заходить в полицайку? Вообще, на самом деле, стоило бы, если там пароход безопасный, то будет очень даже полезно найти какой-нибудь мой калибр, ну, либо оружие под более распространенные калибры. Да, на самом деле, как показала практика, можно найти все, что угодно и где угодно. А вот, кстати... Ага. Женщина такая или это мужчина? Это мужчина. У меня же есть перчатки, я могу обыскать курятника. Курятник это яишенка, которые можно пожарить на сковороде. По-моему, никакого жира туда не требуется. Можно сразу зажарить. И я не понимаю, почему, когда сижу на картах, мне жарко. Он меня может заметить? Наверное, может, но я аккуратненько. Так, перчаточки. И встал. Красавчик, конечно. Есть яйцо. Так, яйцо сюда. Перчатки снимаем. Идем дальше. Так, бандана. А бандану я, наверное, тоже буду брать. Это тоже маска. Ну и как бы на всякий случай под замену, а то мало ли что. Опять-таки, потому что полтеры. Хотя на самом деле... Оп. На самом деле полтеров стало намного меньше. И они появляются именно там, где в принципе должны быть, рядом с церквями и часовнями. Потому что вот за все время встретил я только одного. Что очень радует. Блин, дядя. Куда ты прешься? Второе яичко. Радостно. По-моему, из 3 делается яичница. Ну или планировалось сделать ее из 3. Что-то я у Дока на стриме такое слышал. Так что, наверное, поищем 3, а потом попробуем. Кедр руинов. Блин. У меня еще 2 запаски, оба домашние. Одел? Одел. Надо еще запаску искать. Мне их вообще ни о чем хватит. Я тут их сейчас быстро истопчу. При том, что я не попадал ни в одну аномалию. Не прыгал с высоких точек, и меня никто не бил еще. Удивительно. Я на самом деле максимально аккуратно стараюсь играть. Даже ни разу не попадался с зомбакам. О! Образец 113. Кайф. Правда, ну на самом деле это вот... Ну, сомнительно, да? Если вспомнить мой прошлый опыт. Хотя на самом деле я там сам все запорол. Я бы мог даже на красной еде я бы вполне себе, думаю, добежал бы до колонки, аккуратно бы дошел. И отпился бы, и отъелся, и все бы у меня было хорошо. Но я пожадничал, схомячил сразу сухое. Ну и, естественно, в торопях сагрил все, что можно. Ну и тут конец был вполне себе понятен. Ладно, будем учитывать эти ошибки. Кстати, мне жарко опять. Почему?
Почему тебе жарко, друг? У тебя кеды, что ли, эти такие теплые? Блин, где ж курятники-то все? О, а вот и обувка. Туфли, туфли. Складной приклад для кассерии. А у меня есть Ксюшка. Вот это хорош. Кеды Бэдли. Так, я на самом деле вот эти выкину. Вот эти я одену, да? Одел. А туфли я забираю. Причем, наверное... Ой, в сковородку можно положить? Нельзя. Так, штаны карго это мои. Ну, ладно, пусть пока вот здесь лежат. Ага, то есть вы сюда никак, да? Вы вот так вот. Банка. Или штаны туда пихнуть? А зачем я их ношу? До свидания, штаны. Что-то там лежит. По-моему, это карман для рюкзака. Да, и он ничего себе. Важные документы, инструменты для работы. А они сюда не лезут. А вот сюда лезут. Карман мне, думаю, не надо. У меня все равно такого рюкзака нет. А на что он еще вешается, я не знаю. Рюкзачок лежит. Сейчас разберемся. Ух ты. А вот и яичко. Так, рюкзак. Вороновский. 18. Ну, в принципе, такой же, что у меня. Верша. Магаз для 5-7. Вальтер. Так, адреналин берем. Это берем. Каннабис у меня тоже где-то валялся. Где же? А вот он. Это мне не надо. А, стоп. Беспалые. Зачем я столько беспалых, не знаю. Но прибарахлился я знатно. Кстати, раз уж я в доме. Хотя, может, надо найти дом какой-нибудь попроще. Так, я вот тут не посмотрел. Не попробовать ли мне забабахать яишенку? У меня есть как раз фальшик. Пока его у меня не скоммуниздили. Расходовать, что ли? Веток я наломать смогу. У меня есть теперь 2 пары перчаток. Так, разжечь костер, в принципе, запросто. 3 яйца. Вот здесь, кстати, печка есть. 3 яйца могу положить на сковородку. И, в принципе, должна у меня получиться хоть какая-то еда. А так как, ну, эту часть я пробежал, хотя было бы неплохо еще разок, наверное, вернуться к колонке. Может быть, и стоит. Но это, вероятнее всего, после еды. Либо сразу отправиться в дом, который стоит там. Так, он вроде наверху, да? Ничего же не путаю. Или путаю? А, нет, он вон там. Отправлюсь туда. Закинусь водицей. Ну, потом, как поем. Если поем, конечно. А то, может, у меня просто загорят яйца и все. Но буду надеяться на лучшее. Текс, ну вот, значит. Неплохой, я считаю, домик. Это пока мы сюда закинем. Так, листочек бумажки тоже туда. Фальшик. Я думаю, он не боится воды. Так, собрать длинная палка. Еще палок сломаю на всякий. Вдруг не хватит. Так, значит, берем сковородочку. У меня батарея тратится на рации.
Да, это ведь она тратится. Походу, да. Ладно, пусть тратится. Прикрепить. Так, сюда, значится. Яичко раз, яичко два, яичко 3. Кстати, яйца не портятся, если кто не знал. Раньше они сохли и гнили, а теперь это убрали, что очень круто на самом деле. Так что яйца почти как консерва. Сырое, сырое, сырое. Запеченное. О, яичница. Нифига себе. Яичница, калорийность 30. Прикол. Занятно выглядит. Ну, с почином, так сказать. Сделал яишенку. Первая готовка. Уже прогресс. Я даже думаю... сначала попью с такой радости. А потом уже поем и двину в путь дорогу. Пока куда не знаю, как раз пока и подумаем, куда двигать, куда спешить.